Думаю, многие из вас хотели бы жить в своем доме где-нибудь на опушке живописного леса. Чистый воздух, пение птиц, прекрасная природа, отсутствие назойливых соседей и постоянного гула мегаполиса, романтический вид уединения. К сожалению, в силу определенных причин реализовать подобное получается совсем не у многих. Однако американец по имени Дэн Прайс доказал, что вовсе не нужно строить огромный дорогостоящий особняк посреди леса. Этот человек-хоббит, как его называют вот уже более 10 лет, полноценно живет в землянке в одном из лесов штата Орегон, близ городка Йозеф. Перед входом в свою землянку он выложил пространство диким камнем, сделав подобие небольшого дворика или площади. А рядом соорудил большой деревянный шезлонг для отдыха. Вход в жилище человека-хоббита закрывает небольшая, но массивная дверь, размер которой именно такой, чтобы в нее смог проползти человек. Только вот огромные сосульки смущают. В распоряжении Дэна Прайса есть газ, электричество, сотовая связь и даже интернет. Так что от цивилизации и современных технологий он не оторван. В этом небольшом жилище все настолько продумано, что не возникает ощущения недостатка места. Здесь он спит, готовит, ест и отдыхает. Живет полноценно, одним словом. Дэн Прайс взял землю в долгосрочную аренду всего за $100 в год. Его годовой доход составляет всего $5700. Он работает смотрителем кладбища неподалеку. Но этих денег мужчине хватает с головой, так как его среднемесячные расходы едва превышают $200. Электричество 25, сотовая связь 35 и продукты питания около 150. Одежду, предметы быта, садовый инвентарь и инструменты он покупает. Он на барахолках и в комиссионках. Однако работа на кладбище – это не единственный заработок Дэна в последнее время. Благодаря сюжетам о его землянке на телевидении к мужчине пришла популярность. Он ведет дневник с картинками, в которых рассказывает о своей жизни в течение последних 20 лет. Доход от рекламы пока мизерный, но наверняка у него все впереди. Со временем рядом со своей землянкой Дэн Прайс построил туалет, баню, сарай, небольшой гаражик для своего веломобиля, мастерскую и даже библиотеку. Одежду он стирает в ручье неподалеку и сушит ее на специально натянутых для этих целей веревках. Вокруг своего жилища он регулярно скашивает траву, держа в порядке прилегающую территорию. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и напишите в комментариях, что вы думаете об этом интересном или же странном человеке. Всем пока!